Доброго здоров'ячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. По названию ролика спойлер. Нет, не пошла, но есть варианты. Обсудим. Что вообще случилось для тех, кто пропустил? Сначала. 15 ноября 2022 года РФ устроила массированный ракетный обстрел, выпустила по Украине около 100 ракет. 73 из них сбило ПВО. 2 ракеты попали по территории Польши недалеко от границы с Украиной, в результате чего погибли 2 человека. Дуда заявил, что защита Польши усилена. Президент США Байден отметил, маловероятно, что ракета была выпущена из РФ. Министр иностранных дел Кулеба заявил, что российская пропаганда продвигает фейк, что в Польше якобы упала ракета украинской ПВО. 16 ноября утром министр обороны Польши Блащак заверил сограждан, что системы ПВО, армии и флот Польши в повышенной боеготовности. Пока понятно? Да, произошло проникновение на территорию стран-члена НАТО. Да и да. Реакция? Нет никаких признаков, что падение ракет на территории Польши во время массированного удара России по Украине было преднамеренным нападением на Польшу. Об этом после заседания Совета национальной безопасности страны заявил ее президент Анджей Дуда. Украина защищалась. У нас произошел серьезный случай, спровоцированный Россией, сказал президент страны. По его словам, скорее всего, это была ракета С-300 российского производства еще советских времен. На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Есть много указаний на то, что это была одна из ракет ПВО, которая применялась силами украинской обороны, которая, к сожалению, упала на территорию Польши. Польский президент дополнительно подчеркнул, что у них нет никаких косвенных доказательств, которые позволили бы сделать вывод, что это было нападение на Польшу. Он заверил, что Варшава находится в прямом контакте с нашими союзниками по НАТО, и президент США сразу же пообещал поддержку. Кроме того, добавил президент Польши, силы НАТО и польские подразделения приведены в боевую готовность. Дуда призвал жителей Восточной Польши не беспокоиться из-за усиления присутствия служб и армии в этом регионе. Мы приняли это решение специально. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Наша безопасность обеспечена. Он акцентировал внимание на том, что мы имеем дело с экстраординарными событиями, связанными с массированной атакой России против Украины, причем большая часть ракет была выпущена в сторону запада Украины. Польский премьер Матеуш Моравецкий добавил, что есть много указаний, как сообщают американские службы, и пока мы собираем доказательства, что одна из этих ракет ПВО Украины, запущенная очень неудачным образом, упала на польскую территорию без какого-либо умысла ни одной из сторон. К имеющимся данным стоит добавить всеобщий вой на болотах, уточнить, что запевалы вполне конкретно не палятся, ибо нечего. Вот здесь я бы хотел остановиться и перевести дух. Давайте прикинем одно к другому и попробуем прояснить перспективы. Вчера многие раскудахтались, мол, НАТО введет в действие 5-ю статью. Зачем? Почему? Неведомо. Видимо, по мнению тех, кто так говорил, у НАТО много ненужных солдат и ресурсов, вагон и тележка. Никто ничего не введет. Никаких 5-х статей, пунктов и прочего. Ведь тут, понимаете, вообще не важно, что и откуда прилетело на самом деле. Вот вообще не важно. Из Белоруссии, из Крыма, с Астрахани, из космоса. Осколки или целенаправленно, прямо направлялось или по касательной. Вот вообще никакого значения это не имеет. Все прекрасно понимают, что если бы не россиянское стремление вогнать Украину в темноту их средневековья, все было бы в мире чин-чином и по красоте. Никто бы вообще никакую НАТО не придумывал бы никогда, если бы не московиты. Вот правда. И уж тем более был бы цел тот трактор и живы люди. Тут вопрос встает в полный рост в иную плоскость. Украина защищает весь мир. Мы говорим об этом уже 9 лет. С 24 февраля этого года мы говорим об этом все громче и громче. Нас слышат, но вместо адекватной, общей и моментальной реакции в ООН чуть не половина мира голосует против репараций Украине. Понимаете всю простоту постановки вопроса? Это как на природе на вас наседают комары, а вы вместо того, чтобы дать отпор, прячетесь в палатку, откуда предварительно выкуриваете всех насекомых и сидите там, слыша и видя даже размытые силуэты снаружи, но ничего толком не предпринимаете, разве только подливая кофе и в кружку. Да, не все спрятались в палатку.
Многие носятся вокруг нее с дихлофосом и влияют на ситуацию напрямую, но ведь не все. Знаете, я, пожалуй, никогда в жизни не смогу забыть, как в самом начале поисков Тэчика, летом еще, в среду вечером, ведя переговоры с заграницей, я вот сейчас специально не скажу, с какой страной именно, я был просто шокирован тем, что мне сказали. Разговор шел о том, чтобы в пятницу-субботу посмотреть машину и скинуть мне фото-видео о процессе, чтобы мы могли решить, готовы ли мы такое купить и потом чинить. Так вот, я получил весьма странный для меня тогда, да и теперь, ответ. Какая пятница? Какая суббота? Какое воскресенье? Тут до обеда понедельника все закрыто и никого на улицах нет. Так вот я к чему. Вы себе можете представить ситуацию, чтобы кто-то из наших волонтеров заявил нечто подобное? Вы себе можете представить ситуацию, чтобы Новая почта или Укрпошта тащила бы посылку не день 3, а месяц? Я не могу. Вот вообще не могу. Да у нас каждая секунда на счету. У нас сейчас в самом ходу чудесное выражение: «Да как же мне экономить электричество, если его все время нет?» И все равно мы успеваем за время, пока оно есть, зарядить все павербанки, телефоны, отправить всем смски, фотки и видосы, поздравить, поплакать, приготовить покушать, вымыть все, запастись водой, посраться в чатах и многое другое. А что остальной мир? Да вот же вам ответ. До обеда понедельника тут никого нигде не найдешь. Смотрю сюжет по 5. Теточка в Польше выдает: «Я уверена, что НАТО нас защитит». Оцените. Люди, соседи по планете, друзья и недруги в разных уголках нашего путешествующего в вакууме вокруг горячего плазменного шара эллипсоидного клочка материи, я хочу, чтобы вы услышали нас. НАТО вас не защитит. Вас Украина защитит. Но сами мы не справимся. Нам надо помочь, иначе следующий трактор вы найдете уже не целым, и только трактором дело не ограничится. Почему мы не можем справиться сами? Вопрос не для этого ролика. Почему мы не можем толком сами себя защитить? Вопрос не для этого ролика. Почему наши хлопцы клянчат у волонтеров окопные свечи, а волонтеры клянчат донаты на это, вместо того, чтобы всем этим занималось государство? Вопрос не для этого ролика. Сейчас мне стыдно за украинскую власть и украинских журналистов, подвякивающих их нарративом. Давайте срочно пустим Украину к месту падения, чтобы мы могли все перепроверить. Давайте срочно введем 5 статью НАТО. Давайте срочно введем 4 статью НАТО. Давайте все еще раз перепроверим, а вдруг там все-таки Украина тоже виновата. Фу. Вам в зеркала по утрам смотреть не стыдно? До какой же степени нужно вообще ничего в жизни не уметь, чтобы так дешево продаваться и по таким низинам ползать по жизни? Что вы будете своим внукам рассказывать? Как вы героически Бубочку защищали своими задами? Какую степень самонеуважения надо иметь, чтобы так прогибаться вслед за своими кормильцами? И под конец смешное. Когда я уже заканчивал писать текст для этого ролика, в Твиттере попался пост Крыголама. Ну надо же. Скажите, это я порохобот или порох просто уже пенс? Слава Україні, слава ЗСУ. Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і подивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тицніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.